Тансан, приняв положение двойного бога, начал сражение с двумя богинями. Конечно, даже одной силы Асуры хватило бы, чтобы победить их всех. Однако идеальное слияние Сиаву вызывает силу двух богов – Асуры и морского бога. Можно сказать, они объединились в теле Тансана и создали еще более сильную версию его. Бибидун и Тяньринцюй не хотели сдаваться. Они все равно решили пойти в атаку. Тансан с легкостью отбил удар ангельского меча Тяньринцюя, так что ее божественный свет погас. После чего Тансан сосредоточил свое внимание на Бибидун. Яростный красный ореол вспыхнул мгновенно, разорвав злобную ауру в теле Бибидун. Когда зеленое пламя на ее косе Ракшасы соприкоснулось с алым светом меча Асуры, в воздухе словно завизжали тысячи плачущих душ. Бибидун была залита красным сиянием. Тансан не остановился на этом, направив меч Асуры вниз, из его уст вырвался холодный голос. Асура, правосудие и справедливость. Это правда, что только Асура, как судебный исполнитель Божественного Царства, мог вершить правосудие и применять наказания к другим богам. Бог Ракшаса не был исключением. Сейчас Тансан вынес приговор Бибидун и готовился его исполнить. В ужасающих криках Бибидун была полностью покрыта красными молниями. Она вложила все свои силы в использование косы Ракшасы, чтобы остановить меч Асуры. Однако это было бесполезно. Бибидун была в ужасе, увидев, что красный свет полностью покрыл ее тело. «Тансан, я рискну и буду сражаться с тобой». Золотой свет вспыхнул. 6 крыльев на спине Тяньринцюя раскрылись одновременно, излучая яростный золотой свет, который отталкивал силу бога Асуры от ее тела. В то же время она метнулась к Тансану, как ракета. Выплюнув полный рот крови, Тяньринцюя сжигала свою собственную жизнь и божественную душу, чтобы нанести этот последний удар. Видя, как Бибидун постоянно борется в свете меча Асуры, Тяньринцюя почувствовала боль в своем сердце. Не обращая внимания на последствия, она начала атаку. Даже будучи Асурой, Тансан был тронут такой атакой. Меч Асуры в его руках задрожал, оттолкнул Бибидун. Вспыхнул красный и синий свет, и он вернулся к облику своего морского бога. Во время дуэта богов Тансан мог переключаться между двумя богами. Когда один бог потреблял слишком много своей божественной силы, он немедленно переключался на другого и позволял ему отдохнуть, чтобы восстановить силу. Он не мог позволить двум богам атаковать одновременно, но у него были силы двух богов. Более того, когда ему пришлось столкнуться с Бибидун и Тяньринцюя один против двоих, он мог полностью победить их. Если бы морской бог начал действовать первым, у двух богинь могли быть некоторые шансы. Однако божественная сила Асуры была действительно пугающей. Всего одного удара было достаточно, чтобы заставить эту мать и дочь почувствовать себя беспомощными. Бибидун была поражена. Теперь битва была только между ангельским богом и Тансаном, который в настоящее время был морским богом в его пиковом состоянии. Синий свет мгновенно распространился повсюду. Этот синий свет затем превратился в золотой цвет. Столкнувшись с атакой Тяньринцюя, золотой круг вырвался из трезубца морского бога. Это был навык трезубца «Нефиксированная буря», который отразил атаку Тяньринцюя. Бум! Две фигуры столкнулись, когда Тяньринцюя резко вскрикнула. Эта атака забрала все ее силы до последнего. Даже будучи на пике сил, Тансан не мог легко справиться с ней. От удара священного меча Тяньринцюя золотая форма Тансана разлетелась в воздухе, а на золотом трезубце в его руке появились длинные трещины. Сильный солнечный огонь, казалось, хотел расплавить вооружение морского бога. Однако, когда Тяньринцюя подняла голову и посмотрела на Тансана, она увидела, что выражение его лица не изменилось. Оно было таким же спокойным. Тяньринцюя безумно закричала: «Умри, Тансан!». Она сжигала всю свою божественную душу, божественные чувства и даже ее жизненную силу. Золотой трезубец начал плавиться под такой сумасшедшей жарой, и даже его одеяние морского бога показало признаки плавления. Это был бог, поставивший на карту свою жизнь, чтобы выпустить всю свою силу до последней крупицы. Тяньринцюя теперь была безумной. Корона на ее голове, олицетворяющая титул бога, сломалась. Знак шестикрылого ангела также превратился в многочисленные золотые световые точки, входя в ангельский меч в ее руке. После этого удара, неважно сработает ли он, она больше не сможет быть ангельским богом. Она заплатила своим титулом бога, чтобы провести атаку, которая превзошла ее реальную силу. Тансан чувствовал себя так, словно ему противостояло все солнце, так как он был избит яростным ударом солнечного огня. Золотой трезубец казался все более и более расплавленным, а одеяние морского бога Тансана уже раскалилось до красна. Но в этот момент пара огромных крыльев на его спине раскрылись и взмахнули вперед, прямо ударив Тяньринцюя. Хотя крылья обгорели при прикосновении к богине, в то же время большое количество солнечного пламени было поглощено этими крыльями. Большая часть брони Тансана была снята, два его крыла были отняты, однако они унесли с собой половину всего солнечного пламени и растворились в воздухе. Из клейма трезубца на лбу Тансана вырвался яркий золотой свет, озаривший трезубец в его руке.
а из драгоценного камня на его груди вырвался гигантский золотой водоворот. Они объединились, и золотой трезубец вернулся к славе, полностью восстановив свое идеальное состояние. Тансан схватил трезубец обеими руками, приложив к нему вес в 1 миллион цзинь. Последние лучи солнечного пламени Тянь Жэньсюя исчезли, когда ее тело было отброшено. В то же время доспехи на теле Тансана превратились в многочисленные части, угасшие в воздухе. Тянь Жэньсюя могла гордиться тем, что смогла довести Тансана до такого состояния. Однако она больше не была ангельским богом. Синий и красный цвет снова поменялись местами. Меч Асуры превратился в сотрясающий землю кроваво-красный свет, преследующий Тянь Жэньсюя. Она все еще была в сознании, хотя потеряла солнечное чистое пламя, а также свое вооружение ангельского бога. Теперь она могла только беспомощно смотреть на красный свет, приближающийся к ней. В выражении лица Тянь Жэньсюя не было страха, напротив, оно было очень спокойным, даже безмятежным. Тянь Жэньсюя использовала все свои силы, даже разрушила свою божественность во время последней атаки. Наконец-то она обрела мир и покой. Бибидун, ты дала мне жизнь, и я только что отплатила за тебя своей жизнью. Теперь я тебе ничего не должна. Кроваво-красный меч Асуры казался нисхождением древнего бога смерти. Не говоря уже о том, что теперь она больше не бог, даже когда она была богом ангелов, Тянь Жэньсюя не смогла бы блокировать ужасающий удар Асуры. Прощай, Бибидун, прощай, Тансан. Умереть от руки единственного мужчины, которого я любила, может быть лучшим концом для меня. Тянь Жэньсюя уже чувствовала дыхание смерти и закрыла глаза. В уголках ее глаз появились капли слез. Когда она резко открыла глаза, то обнаружила, что красный меч Асуры все еще направлен на нее, но не пронзил ее, так как фиолетовая фигура остановила его путь. Бибидун спасла свою дочь. Это, пожалуй, ее лучший поступок за последнее время. Она упросила Тансана пощадить ее дочь Тянь Жэньсюя. Более драматичный финал трудно представить. Спасибо большое за просмотр. Напишите, как вам такой финал боевого континента. Подписывайтесь на канал и всем пока.